План поддержки экономики в условиях существующих санкций заключается в поиске новых экономических жертв. Предоставление территории и всей военной инфраструктуры Беларуси для нападения России на Украину окончательно развеяло все иллюзии Европы относительно режима Лукашенко и в очередной раз продемонстрировало нулевую цену гарантий диктатора, который неоднократно заявлял, что с территории Беларуси никогда не будет исходить угроза Украине. Диктатор прямым текстом заявил, что если бы не подавил протесты и не удержался у власти в 2020-м, проведение так называемой спецоперации не было бы возможным, и даже кичится тем, что первые ракеты по его приказу полетели раньше, чем границу с Украиной пересекли войска Российской Федерации. Только вчера были опубликованы сведения о том, что с начала боевых действий минимум 631 ракета была запущена с территории Беларуси по мирным украинским городам и их жителям. В соответствии с нормами международного права режим Лукашенко является агрессором, и механизм привлечения его к ответственности за совершенные преступления уже запущен. Мы добились заметной международной изоляции режима, значительного расширения санкционного давления и продолжаем работу над признанием режима террористическим и привлечением его к уголовной ответственности за преступления против человечества в Международном уголовном суде в Гааге. В пятый, по выражению премьера Головченко, крайний по счету пакет санкций Евросоюза за соучастие режима в военной агрессии вошли 3 белорусских коммерческих банка: Национальный банк Республики Беларусь, белорусские ценные бумаги и поставки в страну наличных евро. Ранее Брюссель уже продлил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения и оказание соответствующих услуг, а также ввел запрет на импорт ряда белорусских товаров. В ответ Москва и Минск согласовали пакет мер поддержки своих экономик в рамках так называемого углубления интеграции. Фактически они согласовали и утвердили серые схемы для обхода санкционных ограничений. Для реализации этих схем необходимо найти исполнителей или, называя вещи своими именами, будущих экономических жертв. 7 апреля Головченко утвердил план поддержки экономики Беларуси в условиях западных санкций. Озвученная цель плана – выстраивание новой логистики экспорта и создание импортозамещающих производств совместно с Россией. А на деле это план по созданию фирм-прокладок для экспорта и импорта товаров и замены истинного производителя на белорусского или российского. Эти схемы обкатали еще в 2014 году после оккупации России Крыма. Все помнят знаменитые белорусские креветки и нескончаемый поток польских яблок по белорусским документам в Россию. Но в то время режим еще не был под столь серьезными санкциями и не подвергался настолько пристальному мониторингу и контролю за соблюдением санкционных требований, как сегодня. Тогда Лукашенко все это сходило с рук, и его ручные олигархи с рвением осваивали эти серые схемы. Но сегодня так не получается. Поэтому режим судорожно ищет выход из этой ситуации и тех, кем не жалко пожертвовать. Будущим экономическим жертвам своих международных махинаций режим обещает поддержку в виде расширения кредитования вне зависимости от рынка поставок так называемой белорусской, а реально импортной продукции, снижение таможенных пошлин для импортных товаров, необходимых для производства на экспорт, возможность реструктуризации задолженности и уплаты пеней по таможенным платежам. А взамен хочет получить новые транспортно-логистические цепочки для перенаправления экспортных потоков в обход санкций. Но режим не договаривает, что все участники новых транспортно-логистических цепочек подвергаются двойному риску. С одной стороны, это ответственность за нарушение санкционных требований и включение в европейские санкционные списки. А с другой стороны, весьма вероятное заключение в места лишения свободы, как только этого пожелают представители самого режима Лукашенко. А это лишь вопрос времени, когда им понадобится отнять преступный доход у тех, кому они позволили это сделать. Вспомните уголовные дела Чижа, Баскина или даже сенатора Павловского, Шарейко, ну и многих других.
В создаваемые серые схемы режим стремится встроить не только предприятия-производителей и лично преданных ему бизнесменов, но и резидентов свободно-экономических зон. Им и уготована особая роль экономических жертв. Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич охарактеризовал план как очередной этап противодействия западным санкциям, благодаря которому иммунитет белорусской экономики повысится. Он в очередной раз пообещал бизнесу снизить налоговую нагрузку и предупредил, что организации освободят от административной ответственности по результатам проверок за впервые допущенные и неумышленные нарушения. По словам Ярошевича, госорганы, в чью компетенцию входят контрольно-надзорные функции, рассчитывают вместе выработать такой подход. И это четкий сигнал для бизнеса. Совершенно очевидно, что и Министерство экономики, и контролирующие органы хорошо понимают противозаконность подобных операций, но получили карт-бланш на поиск новых экономических жертв, так необходимых сейчас для финансирования сохранения режима у власти. Свой вклад в создание серых транспортно-логистических цепочек вносит и Государственный таможенный комитет. По словам первого заместителя председателя ГТК Александра Валиева, его ведомство готово сделать еще один шаг навстречу не только экспортерам, но и перевозчикам экспортных грузов. Не проставлять свои штампы на экспортных товарно-сопроводительных документах, если того не потребует сам перевозчик. Таким образом, таможенный комитет пытается убедить потенциальных экономических жертв, что об их участии в незаконных схемах никто, кроме них самих, знать не будет, а таможня якобы дает добро. Но только до новых распоряжений, и далеко не факт, что о них предупредят заранее. Участвовать в подобных махинациях значит финансировать режим Лукашенко, который продолжает подвергать белорусский народ беспрецедентным по своим масштабам репрессиям. Значит позволять ему продолжать поддерживать российскую агрессию против Украины и запускать ракеты по ее городам и мирным жителям. Финансировать этот режим значит лишать себя и свою страну будущего.